Привет! Почти 4 года тому назад я приобрел на eBay.com почти за $14 вот такую светодиодную лампу Blissful BW-LT8. В январе 2020 года это была новинка компании. Она состоит из двух модулей, которые соединяются абсолютно ненадежно, поскольку на этой выступающей части печатной платы с двух ее сторон имеется по 3 заложенные дорожки, которым свойственно окисление. Решение дешевое, приходится зачищать контакты с помощью ластика и спирта. В этом же модуле находится плата управления и литий-полимерный аккумулятор. В другом модуле находится только светодиодная панель, которая крепится к любой поверхности с помощью двух отрезков липучек, а они в свою очередь с помощью двустороннего скотча. Для зарядки встроенного в первый модуль аккумулятора емкостью 1000 мАч не нужно снимать весь светильник, а достаточно его отсоединить и подключить к зарядному устройству через разъем microUSB. А недавно я заметил, что между двумя частями корпуса появился широкий зазор. Это говорит о том, что вздулся аккумулятор и он требует замены. Тут был установлен литий-полимерный аккумулятор типа размер 52-34-50. Сейчас я временно заменил на имеющийся у меня аккумулятор небольшой емкости в 180 мАч и заказал новый. При заказе на AliExpress за $8.13, это приблизительно чуть более 25 белорусских рублей, возможно, я бы и не дождался его доставки в Беларусь. Поэтому нашел такой же на Озон и дешевле на 5 белорусских рублей. Короче, купил его там. День распродажи 11 ноября. Порадовала доставка всего за одну неделю. То есть вот тут 19 ноября был оговоренный срок, но получил я его 16. Но вот сейчас я смотрю на страницу с товаром, и аккумулятор там еще дешевле, всего за $5.67. Пришел вот в таком конверте, распаковываю. Так, отложу лампу в сторонку. Конверт с пупыркой и такой вот аккумулятор. Ну, в общем-то, как и заявлено, типа размер 52-34-50 на 1000 мАч, напряжением 3,7 вольта. И два вывода плюс и минус. Типа размер 52-34-50 означает, что его толщина 5,2 мм, 34 это ширина, 34 и 50 его длина. Где-то так и есть. Зачищу от изоляции контакты. Так вот получилось. И теперь нужно замерить его емкость. Зафиксировал провода с помощью винной пробки в зарядном устройстве Li Takala Li500S и измерил емкость аккумулятора. Результаты такие. Аккумулятор набрал в себя емкость 1058 мАч и отдал нагрузку 1023 мАч. Что соответствует, в общем-то, заявленной 1000 мАч. Если вы думаете, что я эти данные сфабриковал, то это не так, потому что при отключении аккумулятора все результаты измерения на дисплее исчезают. Теперь буду запаивать его в светильник. Итак, скрываю корпус. С нижней стороны надо выкрутить 4 шурупа под крестовую отвертку. Вот здесь временно я запаял этот аккумулятор. Не помню от какой-то игрушки. Здесь припаяно два провода, черный и красный. Черный это минус, припаян ближе к краю платы. Я его выпаиваю. Этот автономный светодиодный светильник Blissful я использую для подсветки в гардеробе. Встроенный фотоприемник реагирует на движение и включает освещение. Светильник имеет существенный недостаток, о котором я сказал в начале, это способ коммутации. Готово. Укладываю аккумулятор, он должен здесь помещаться, да, он помещается размер в размер. И закрываю крышку. Так, подключаю к светильнику, в настоящее время аккумулятор здесь полностью заряжен. Так, у него есть два положения, постоянно включен, это вот это положение, все работает. И крайнее левое положение, это выключено. Это у него срабатывание по датчику движения. Да, вот он срабатывает при движении. И через 30 секунд он выключится. Вот, и выключился, опять сработал по движению. Короче, работает. В общем-то, это моя 4-я покупка на торговой площадке Озон. И с каждым разом она мне все больше нравится в сравнении с AliExpress.com. Это достойный конкурент. Ссылка на аккумулятор на обеих площадках, а также на светильник, зарядное устройство я разместил в описании видеоролика. Кому он был полезен, прошу оценить его положительно, лайком. Ну а с вами прощаюсь, всем удачи, всего самого наилучшего. До встречи на канале. Всем пока.